Неужели они столкнутся? Как вы думаете, что будет сейчас? А теперь давайте посмотрим все поближе, с высоты 60 метров. Перед нами Кильская бухта в Германии, место, где море встречает сотни кораблей и парусников. Сегодня вы видите, как огромный круизный лайнер величественно проходит по этой морской глади. С вами Марьян Гребенар и мой канал о жизни и путешествиях в Европе. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые истории и видео. Перед нами Кильская бухта в Германии, ворота в Балтийское море. Здесь ежедневно проходят десятки лайнеров, паромов и грузовых кораблей, соединяя Скандинавию, Прибалтику и всю Европу. А в июне здесь проходит знаменитая парусная неделя Киллер-Вохе, крупнейшая регата в мире. В эти дни море наполняется сотнями яхт и парусников, а город превращается в настоящий праздник. Особую атмосферу создает набережная. Здесь всегда гуляют люди, проходят фестивали, звучит музыка, а рядом стоят десятки яхт и парусников. А еще Кильский канал соединяет Северное и Балтийские моря. Это самая загруженная искусственная водная артерия в мире, по которой ежегодно проходят тысячи судов, экономя сотни километров пути. Киль – это сочетание истории и современности. Морская жизнь здесь чувствуется в каждом взгляде, от величественных лайнеров до маленьких рыбацких лодок. А отсюда из Киля лайнеры отправляются в Скандинавию, Прибалтику и даже дальше, в Северное море и Атлантику. Современные круизные лайнеры похожи на плавучие города. Каждый из них вмещает тысячи пассажиров и экипаж, словно целый город отправляется в плавание. Каждое судно несет свою историю, а вместе они создают живую картину морской жизни Киля, города, где море всегда рядом. Здесь можно встретить все, от огромных круизных лайнеров и контейнеровозов до военных кораблей и крошечных маленьких парусников. Одно из главных чудес инженерии рядом с Килем – это Кильский канал. Каждый год через него проходит более 30 тысяч кораблей. Канал экономит им сотни километров пути, ведь в обход пришлось бы огибать весь полуостров. А если вы досмотрели до этой минуты, вы настоящий капитан в море Ютуба. Спасибо, что остаетесь на борту. А впереди еще больше интересного, оставайтесь со мной. Как я и раньше говорил, что современные круизные лайнеры похожи на плавучие города. А представьте, что вы на борту этого гиганта, на котором есть рестораны, палубы для прогулок, бассейны и даже театры. Все это прямо посреди моря. Наблюдать за таким величественным лайнером с высоты – это особенное чувство. Самое главное, что я забыл сказать, что Киль – это столица земли Шлезвиг-Хольштейн и один из важнейших портов Северной Европы. Помните ли вы этот кадр из начала? Вот теперь снова мы видим, как два гиганта проходят рядом. И, конечно, никакого столкновения не произошло. Думаю, теперь вы сами знаете ответ. Еще хочу немножко добавить до истории города Киля, что во времена Второй мировой войны город Киль был важнейшим центром судостроения и базой немецкого флота. Сегодня же это мирный город, куда приезжают туристы со всего мира отдохнуть. Вот и закончилась сегодняшняя история о городе Киле. Если вам понравилось это путешествие, поставьте лайк, будет приятно, и подпишитесь на канал. А еще загляните в описание, там есть ссылки на другие очень интересные видео о жизни и путешествиях в Европе. Огромное вам спасибо, что вы были со мной. Как всегда, с вами ваш Марьян Гребенар, и до новых встреч на моем канале. Пока-пока всем!